Юзер МБ, Институт благородных девиц, женщина-художник. Это редко, чтобы получилось что-то выдающееся. Художник – это труд не для женщин. Я как-то после школы работал на заводе. И чтобы не замерзнуть, проходил через цех. Цех такой, знаете, там такие большие, как же они назывались, какие-то трамбовали специальные, ну, такой порошкообразный запах жуткий, в который заливали потом там колеса какие-то, железки, ну, лили лаву, расплавленный металл. И вот эти женщины, мощные такие, трамбовали вот эти вот формы из этой, ну, крошки какой-то мелкой такой, пыль такая. Абсолютно работа не для женщин. Асфальтоукладчики, вот эти вот проходчики на путях железнодорожных. Ну да, это так. Конечно, вы правы. Вера Мухина, скульптор великий. Наверное, это одна из немногих, которая так любила искусство. Зинаида Серебрякова, конечно. Ну, ведь душа не имеет пола. Ну, понятно, что дети у женщин, много забот, хозяйства. Но душа развивается, она хочет, например, хочет рисовать. Вот. Если не сразу, после академии или училища, то через какое-то время все равно прорывается этот росток. И не остановишь. Этот комментарий был к видео, которое я снимал в мастерской Юрия Калюты в Академии художеств. Ну, там девушки, да, в основном. Ну, мальчики тоже были. И я надеюсь, что скоро, 2 марта, будет у меня класс в Санкт-Петербурге, и я снова посещу эту мастерскую, посмотрим, как сложится. Намерение есть. Почему-то странно, вот замечаю, что люди, которые оставляют комментарии, некоторые, очень редко, конечно же, но обвинить, уличить, вот не так. Я не понимаю, почему. Я, будучи там в Америке несколько раз, замечал, что не принято у них говорить, ну, что-то плохое, если человек не просит. Мне встречались люди, принимающие, уважающие пространство другого человека. И вот хорошего они много скажут, но если плохое, они, ну, не заметят. Или как-то скажут так, что даже и не подумаешь, что это какое-то суждение. На языке дипломатии я слышал, что если вам говорят, что у вас удивительное платье, то это значит, надо бежать и снимать его. Но это ладно. Елена, а длинных роликов с вебинара разве не будет? Также хочу спросить, когда выйдет урок по натюрморту. Мы работаем над курсом по натюрморту, там 10 уроков, и просто идет техническая такая работа, всякие там линки, чтобы все работало, все звучало. Так, длинных роликов с вебинара. Какого вебинара, не понимаю, Лена. Но, может быть, это про мастер-класс, который я провел сейчас на академичке. Ну, так у меня просто не было возможности там длинные ролики вас обеспечивать, потому что мы очень были сильно заняты. Да еще я кабель от компьютера забыл, такой сетевой. Ну, в общем, шорты такие короткие выкладывал, минутные. Длинные будут, буду работать над этим. Валек 777. Спасибо за огромный за фильм. С ваших слов я понял, что Фешин изложил где-то суть его метода ведения работы или какие-то принципы. Прошу вас, напишите, где это можно прочесть. Очень интересно, голову сломать можно. Буду очень признателен. Недавно в комментарии Василий ДМБ написал, что читал, значит, там, статью Тулузаковой, по-моему, в переводе. Называется «Мысли об искусстве». Если не найдете, я в Телеграм могу ссылку бросить и почитать. Там много чего интересного и полезного. Поздравляю вас, друзья, с прошедшим праздником влюбленных в жизнь, в людей, в живопись.
И посему сегодня последний заключительный день, когда работает акция, скидка через этот день влюбленных в 50% на все мои уроки, включая курсы. Заходите на сайт и радуйтесь вместе с друзьями. Кстати, там есть подарочный сертификат, то есть вы можете кому-то, своему другу это все прикупить и обрадовать его. User OB. Вы, конечно, герои, зимой рисовать. Ну уж прям геройство. Краски замерзают, превращаются в камень. Как долго можно на улице рисовать? Можете. Час-два. Ну, час-два нормально. Мы рисовали с 10 утра, начинали и заканчивали, как стемнеет, с перерывом на обед. И все были очень довольны, как-то погружаешься настолько в процесс, что если ты тепло одет, и ноги в тепле, и руки, то нормально. Мастихином в основном. Но пока краски еще не замерзли, можно их прокручивать как-то в этой мясорубке, да, вместе с водичкой, ну, с растворителем. Потом уже мастихином. Ну, белила, который больше ходовые краски, белила у меня, я держал у ляжки, просто в карман, бум, или в какой-то внутренний можно засовывать, чтобы они там в тепле были. Было минус 23, 25, потом подешевле, и все хорошо. Когда морозно, свет солнца, и писать очень, конечно, классно. Наташа Боровская, что посоветуете? Вышел недавно на пленэр. Наташа Боровская. Интересно. В 7 все масло примерзло. А, нет. Это Влад Арт пишет. Все, поправились. Вышел Влад на пленэр в 7. Все масло померзло, сбилось в комочки, налипло на кисть, работать было невозможно, спасибо. Ну да, а мастихином чистый цвет зато замесили вот этой вот железочкой, лопаточкой. Никаких грязных кисточек нету, чистый цвет на палитрочке, ну, писать, ну, на холст класть. Не комочки, а уже хорошие мазочки. Так, а Наташа Боровская пишет: прекрасно, тоже хочу стать художником. Ну, наверное, уже поздновато начинать. Я хочу вам одну цитату привести. Вот, кстати, из этой статьи об искусстве Фешина, о дилетантах. Художнику лучше быть дилетантом, чем профессионалом. Талантливый дилетант полезнее в искусстве, чем талантливый профессионал, так как у него совсем отсутствует честолюбие. Он только работает для своего искусства, тогда как профессионал большей частью думает о славе и, как правило, чтобы ускорить путь к славе, специализируется на более ходкой вещи. И на этом коньке скачет почти всю свою жизнь. Интересная мысль. Дилетант интересуется главным образом процессом достижения. И всякое искусство для него имеет одинаковую ценность, если он видит в нем высокие задачи. Узкий профессионал, выдумав какой-либо трюк, за который он получит признание, боится от него отстать и тем самым суживает свою задачу, останавливая свой рост. Вместо того, чтобы продолжать работать над собой, он, достигнув своей славы, упирается в нее, как в тупик, и идет назад. Спеша использовать счастливые обстоятельства, он выбрасывает на рынок невероятное количество картин на одну и ту же тему, и его работы, как часто повторяющийся плакат, перестают быть искусством. И если его работы продолжают жить, то не в силу их достоинств, а в силу особых стратегий дельцов, вложивших в них свои капиталы. Так что, Наталья, сколько есть времени, столько и есть. Начинайте работать, если душа поет, сердце зовет. Неважно, какой возраст, абсолютно неважно. Начинайте работать. Если нравится то, что я делаю, заходите ко мне на сайт, в школу. И сейчас, благо скидки, сегодня
до 12 часов ночи, и вы что-нибудь там интересное. Просто посмотрите анонсы, там видеоанонсы каждому уроку есть, курсы есть. В общем, всего навалом, начинайте работать. И если курсы вы выбираете, то выбирайте по возможности с обратной связью, потому что тогда я буду вас контролировать, ваш рост. Он идет быстрее. Я же работаю над ошибками, я показываю, где там чего не так, и вы уже их исправляете, идете дальше, перестаете их совершать. Не забудьте, друзья, отметиться в журнале. Кто-то написал, задал вопрос, что такое отметиться в журнале. Ну, лайк по-нашему поставить. Можете крестиком, галочку, что угодно. Напишите что-нибудь, слово какое-нибудь напишите. И после этого ролика будет еще одно кино. Не дышу, пока пишу. Там тоже надо отметиться. Ну, пока.